Видишь? Вот я отвечаю, я Хули скреша ты всех выебываешься, порешаю. ёбаный в рот, блядь? Нехороший бот. Виталя. Извините. Что? Где здесь мое второе я? Вот придурок. Спасибо. Привет, Некон. Ты как? Что с тобой? На сегодня, думаю, ты уже достаточно напился чая. Пойдем отсюда. Ты не понял? Видишь эти комментарии? Я же миссис Nesbit. Приди в себя, Некон! Я. Прости, ты прав, я только слегка переволновался и только всего. Просто после твоего первого видео уже столько вопросов пришло, и я сошел с ума. Я даже не знаю, сумеешь ли ты сам как-то записать видеоответы на все эти комменты. Ну так давай вместе сделаем это. Правда? Ты позволишь мне вместе с тобой сняться в видео соответственно? Ну так давай же сделаем это! Пупс Кэнон Филмс спрашивает, что бы я сделал, если бы Лорда Доминатора по-настоящему в реальной жизни. Проваливай нафиг с моей планеты и оставь ее в покое. Будешь ли ты когда-нибудь делать стримы? Вряд ли. Веб-камеры у меня нет, да и мне больше нравится делать анимации с моим ОС, так как это проще и помогает мне доказать вам, что я живой персонаж и вполне могу жить реально. Играл в Петьку и Василия Ивановича. Нет, можешь снять видео о том, как ты познакомился с МЛП. А зачем? Я могу коротко и быстро здесь рассказать. Все началось с моих родителей, которые подключили новые аналоговые телеканалы, и меня привлек телеканал Карусель. Не Рокосель, а Карусель. Запомните это. Будешь делать обзоры на игры и мультики? Возможно. Если они, конечно, не защищены авторскими правами. А то мне и так за эти два видео влетело. Как тебе Смайл HD и Cupcakes? Я ненавижу эти фанфики и то, во что там превратили несчастных добрых пыней вроде той же Пинки Пай. Уж простите. Что ты думаешь о Моралезе? Довольно странный вопрос, ну так и быть отвечу, в целом положительно. Мне этот персонаж полюбился еще с мультика Человек-паук через вселенные, а до этого я видел его еще в одной из серий мультсериала Великий Человек-паук. Как тебе Pony Life? Да нормально в целом. Для 5-го поколения пойдет. Какой ваш любимый цвет? Серый. Белый. Почему ты хочешь создать видео, где ты будешь драться с DTV? Потому что я ненавижу этого ублюдка. Особенно он тоже достал меня уже этими словами типа связанных с бомбами или унитазом, которые все без конца употребляют, что я аж в самом видео уже убить его готов. Я тоже ненавижу этого фиолетового глаза черныша. Особенно, когда он с какого-то хрена добавил в одно из своих видео этого зеленого ублюдка. К слову, если эта анимация когда-нибудь в будущем все же выйдет, то я там тоже приму участие. Мы с Карлом там будем вновь воссоединены в одном целом теле, а не отделены друг от друга. Как тебе персонажи Эпплджек и Пинки Пай? Я не очень люблю Пинки Пай из-за ее характера, как она слишком долго и быстро болтает, как умственно отсталая аутистка. Эпплджек меня тоже поначалу не зацепила, но вот после 6-го сезона она хорошо показала себя, помогая братьям Флиму и Фламу. Какие у тебя любимые моды на Майнкрафт? Не знаю. Я в Майнкрафт не играл. В каких городах России был или хочешь побывать? Пока ни в каких я не был, но я мечтаю больше всего слетать в Санкт-Петербург и Москву, чтобы полюбоваться местами съемок «Брата» и «Брата 2».
Согласен ли ты с мнением Брони или что сам думаешь о пятом поколении МЛП и веришь ли, что фэндом мертв? Не, я не верю в это. Лично я считаю, что все тупо недооценили новое поколение, а четвертое вовсе и не скатывалось после 6-го сезона. Просто тогда Hasbro пытались придумать хороший сюжет для полнометражного мультфильма 2017 года, хотя даже он, как по мне, имеет сюжетные дыры и несостыковки с мультсериалом. Например, куда пропали Шайнинг Армор Таракс и Эмбер и почему Твайлайт с друзьями в первую очередь не пошли за помощью к кому-нибудь из них. А так по мне пятое поколение было придумано для нового поколения детей, ведь им наверное будет неинтересно смотреть тот сериал, который мы еще на карусели смотрели. Да-да, к тому же вспомните тех же трансформеров или... Они тоже принадлежат Hasbro. И Hasbro их тоже несколько раз перезапускал в виде нескольких тысяч мультсериалов и фильмов. А их сейчас уже становится все больше и больше. Но к этому вы почему-то не придираетесь. Какие игры и мультсериалы у тебя любимые? Мои любимые игры в жанре битэмапы, благодаря которым можно выпустить пар, и неважно какая игра имеет этот жанр или по какой франшизе он создан. Я был бы не против даже сыграть в битэмапы по Сонику, если такой, конечно, уже есть от фанатов, но только не та халтурная порно-игра. Больше всего нам с Аганом нравится именно МЛП с приветом по планетам и вот это. Можешь превратиться в Годзиллу, не знаю, еще не пробовал. Как тебе 90-е? Смотришь Пашу Киномана и как тебе его видео? Я ненавижу 90-е годы, ведь тогда развалился коммунизм и уровень криминала увеличился. Начали появляться бандиты, которые при СССР вообще не было бы почти никогда, и я даже знаю, что некоторые из них возможно не виноваты, что они стали такими. Ведь если бы СССР не развалился бы, то у них сложилась бы другая судьба и у них были бы свои хорошие работы. А что касательно Киномана, то я отношусь к нему нейтрально, потому что он тоже употребляет эти бесящие слова, но с другой стороны рассказывает о том, о чем мы не знали. Я даже не понимаю, почему на Википедии уже давно не посвятили ему и его документалке отдельные статьи. Как тебе мультик с приветом по планетам и что ты думаешь о Тут и Томе с Сильвией, а также о теориях по нему? Мне нравится этот мультсериал, он очень смешной и забавный. Главный герой меня сильно не волнует, я больше увлекался именно главным злодеем сериала, злыднем или хейтером, кому как удобно. Мне даже нравятся фанатские теории, связанные с этим сериалом. Я, например, больше всего верю в теорию о прошлом злыдня. Что ты думаешь о Лорен Фауст и как тебе ее творчество? Я не увлекаюсь этим человеком и ее творчеством, я просто много раз о ней слышал. Можешь рассказать, как ты познакомился с МЛП и с приветом по планетам? Насчет МЛП я уже ответил, что я познакомился с МЛП случайно вместе с родителями благодаря телеканалу «Карусель», а потом я как-то случайно переключился на телеканал Дисней и увидел там одну из серий, где одноглазый карлик бегал по коридорам корабля черепа за рыжим существом в зеленой шляпе. Меня потом так мультсериал сам затянул, и после этого я, когда писал фанфики, почти полностью переключился на него. Любишь ли ты музыкальный жанр хэви-метал и его ответвления? Отношусь к ним нейтрально. Я больше за классические песни типа Майкла Джексона или Бетховена. Ребят, у кого-нибудь еще есть комментарии? Я увидел когда-то обзор на твои старые фанфики от некого Вольчьего Хуавара, и он сказал, что ты якобы Младов. Это правда или нет? И где можно найти твои старые фанфики? Господи, имейте уже совесть. Я для чего это видео вообще снимал? И я ненавижу того пидораса, который оскорбил мои работы и путал меня с Младовым. Все мои старые фанфики почти утеряны, а все началось с того, когда я покинул Фигбук. А во всем виновата та самая блядина демон Лилит 13, а также ее блядины, которые лежат ей ее же пути по той же Домифон или Светика Блимовой. Как правильно говорить, Младов вроде бы. Да.
Кого ты ненавидишь в интернете? Всех, кто употребляет слова типа связанных со спуском воды в унитаз, если какого-то персонажа убивают или сценарий неснятого фильма выкладывают, а также тех, кто произносит вранье, связанное со взрывами в задницах и выдумывает про каких-то гоблинов. Эти бледи, которые сидят в интернете и издеваются над всем, никакие не тролли, они это... больные ублюдки какие-то без мозгов, а тролли живут под мостами и в сказках они к людям были безобидными. А еще я ненавижу блядука за то, что он украл кресло русского дубляжа в Angry Birds в кино у Младова, блятика, блякстера и так далее. Кого ты больше всего ненавидишь из вымышленных персонажей? Его. Сзади тебя королева Кризалис. Что? Ты покажешь свое настоящее лицо и голос. Насчет лица нет, а вот мой голос я уже продемонстрировал только в этом видео частично. А вы пиши в комментах, хотите ли вы, чтобы я дальше озвучивал таким ублюдским голосом. Почему тебе нравится пара из Лорда Хейтера и Лорда Доминатора? Потому что это два моих любимых злодея, и я их считаю недооцененной парой, которую почти никто вообще не шиперит, и это нечестно. Ну что ж, на этом мы заканчиваем вопросы и ответы. Всем пока.